Приветствую, друзья! Как обычно, пройдемся по самым резонансным событиям в мире. И начну с первой важной новости. Джорджия Мелони продолжает укреплять свой статус в качестве ключевого политического союзника Дональда Трампа в Европе. В недавнем интервью она подчеркнула, что разделяет критическую позицию американской администрации по отношению к европейской демократии и признает кризис внутри Европейского Союза. По ее мнению, Европа немного потеряла себя, что по сути совпадает с оценками Вашингтона. В беседе с Financial Times глава итальянского правительства поддержала мнение американских консерваторов о том, что главная проблема заключается не в европейцах как таковых, а в элитах, управляющих континентом. По ее словам, эта критика направлена не против народов Европы, а против правящего класса, который, по ее мнению, теряет связь с реальностью и навязывать идеологические шаблоны вместо того, чтобы искать реальное решение. Цитата. «Я не считаю правильным навязывать людям ту или иную идеологию, вместо того, чтобы признать объективную реальность и искать конкретные ответы на проблемы, с которыми они сталкиваются», заявила Мелони. Она также открыто выразила поддержку вице-президенту США Джей Ди Венсу, который ранее обвинял европейское правительство в том, что они недостаточно уважают такие ключевые принципы, как свобода слова и демократические ценности. «Я должна сказать, что полностью согласна, я говорю об этом уже много лет, Европа действительно немного потеряла себя», подчеркнула Мелони. При этом итальянская премьер предложила себя в качестве посредника между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, заявив, что готова выступать в роли строителя мостов между двумя сторонами Атлантики. Это заявление подтверждает статус Мелони как главного союзника Дональда Трампа в Европе и фигуры, способной влиять на будущие отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Джорджия Мелони уже 2,5 года возглавляет правительство в Риме, руководя коалицией из правых и консервативных партий. Когда она только пришла к власти, ее риторика была жестко антибрюссельской. Она резко критиковала Европейский Союз и выступала за укрепление национального суверенитета. Однако со временем ее курс изменился, и теперь итальянский премьер ведет более прагматичную политику, балансируя между интересами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки. Несмотря на свою евроскептическую позицию, Италия продолжает поддерживать Украину в войне против России, Рим надежно выполняет свои обязательства по поставкам вооружений Киеву, демонстрируя, что, несмотря на политические разногласия с Брюсселем, внешняя политика Италии все-таки остается частью общеевропейской стратегии. Однако, когда речь заходит о создании возможной миротворческой миссии в Украине, итальянское правительство не готово отправить своих солдат. В этом вопросе позиция Рима четкая. Поддержка Украины – да, но без прямого военного участия в потенциальной наземной операции. В первом своем интервью иностранному изданию с момента вступления в должность, я напомню, Мелони подчеркнула, что для Италии главным союзником остаются Соединенные Штаты Америки. При этом она назвала детским саму постановку вопроса о выборе между Вашингтоном и Брюсселем. Цитата. «Идея, что мы должны выбирать между Соединенными Штатами Америки и Европой, просто нелепа. Если Италия может сделать что-то, чтобы избежать конфронтации между Америкой и Европейским Союзом, если мы можем построить мосты, я обязательно это сделаю», заявила Мелони. Коснувшись актуального торгового конфликта между США и Европейским Союзом, итальянский премьер-министр саркастично прокомментировала политику протекционизма, который придерживается в Вашингтоне. Цитата. «Вы правда думаете, что протекционизм в США изобрел Дональд Трамп?» С иронией спросила она, намекая, что экономическая стратегия Америки не меняется в зависимости от того, кто находится в Белом доме. Друзья, такие заявления подтверждают стратегический курс Мелони. Она пытается балансировать между интересами Соединенных Штатов Америки и Европейским Союзом, одновременно укрепляя позиции Италии как независимого политического игрока на международной арене. Следующая важная новость будет, друзья, касаться Канады. Как вы знаете, отношения между Канадой и Соединенными Штатами Америки переживают, возможно, самый глубокий кризис за всю свою историю, и для нового премьер-министра Майка Карни они в прежнем формате уже не существуют.
Напряженность между двумя странами нарастает, а сам Карни объявил о жестком противостоянии американской политике и заявил, что Канада намерена кардинально пересмотреть свои стратегические приоритеты на международной арене. Выступая в Оттаве, Карни сделал резкое заявление, подчеркивая, что Вашингтон больше нельзя рассматривать как надежного партнера. Цитата. «Очевидно, что Соединенные Штаты больше не являются надежным союзником. Тот формат отношений, который мы имели раньше, с глубокой экономической интеграцией, с тесным сотрудничеством в сфере безопасности и обороны, остался уже в прошлом», заявил он. Такие слова, друзья, прозвучали после того, как канадское правительство провело закрытое совещание, на котором обсуждалась реакция Оттавы на торговый конфликт с Соединенными Штатами Америки. Особенно остро стоит вопрос дополнительных пошлин, которые Дональд Трамп объявил буквально в среду на импорт автомобилей. Это мера, которая наносит серьезный удар по канадской экономике. Карни выразил свою обеспокоенность тем, что Вашингтон действует непредсказуемо и предостерег, что дальнейшие шаги США могут еще больше осложнить ситуацию. Однако он подчеркнул, что Канада не намерена пассивно наблюдать за происходящим и что у страны есть четкий план действий. Цитата. «Мы сами держим нашу судьбу в своих руках. Настало время резко сократить зависимость от Соединенных Штатов Америки и перенаправить нашу торговлю на другие рынки», заявил он. По его словам, в ближайшие недели, месяцы и годы Канаде предстоит глубокая трансформация экономики. Цитата. «Мы должны перестроить наш экономический фундамент таким образом, чтобы наша страна оставалась конкурентоспособной в условиях кардинально изменившегося мирового порядка», подчеркнул премьер-министр. Друзья, именно такие слова отражают смену стратегического курса, который может определить будущее Канады на десятилетия вперед. Цитата. «Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, сломить нас, заставить нас подчиниться, чтобы Америка могла нас поглотить». Эти слова Майка Карни прозвучали как жесткий ответ на заявление Дональда Трампа, который уже не раз, я напомню, намекал на возможность превращения Канады в 51-й штат США. Трамп неоднократно использовал риторику давления, в том числе в контексте торговой войны, угрожая Канаде новыми санкциями и новыми пошлинами. Это вызвало в стране опасения, что Белый дом может использовать экономическое принуждение как инструмент для подчинения Оттавы своим интересам. Карни, однако, дал понять, что Канада не намерена уступать и будет жестко защищать свои интересы. «Этого никогда не произойдет», подчеркнул он, отвергая любые спекуляции о том, что Канада может оказаться под контролем Соединенных Штатов Америки. В ответ на новую волну торгового давления канадское правительство заявило, что примет ответные меры, которые нанесут максимальный ущерб экономике Соединенных Штатов Америки, при этом минимально затронув канадский рынок. Цитата. «Мы введем такие зеркальные тарифы и санкции, которые окажут максимальный эффект на экономику Соединенных Штатов Америки, но сведут к минимуму потери для наших граждан», заявил Карни. Однако он подчеркнул, что главное не просто реагировать на вызовы, а кардинально изменить саму структуру экономики страны, сделав ее менее зависимой от Соединенных Штатов Америки. Наша задача не просто ответить на пошлины, а перестроить канадскую экономику так, чтобы она больше никогда не зависела от решений, принимаемых в Вашингтоне, заявил премьер-министр. Тем временем Дональд Трамп не отступает от своей жесткой линии. В социальной сети он недавно заявил о намерении расширить торговые ограничения, пригрозив еще более масштабными тарифами не только Канаде, но и всему Европейскому Союзу. Эти угрозы добавляют напряженности, но, по словам Карни, Канада готова к любому развитию событий. Дальше, друзья, разберу еще новости из Германии. Из моих видео все вы знаете, что Германия увеличивает свои военные расходы на инфраструктуру и так далее. Соответственно, возникают вопросы у граждан Германии, а будут ли с новой властью, которую возглавит Фридрих Мерц, повышать налоги. Переговоры между лидерами Христианского союза, Социал-демократической партии Германии еще впереди, но глава ХСС Маркус Зёдер уже сейчас делает четкое заявление. Никакого повышения налогов не будет. По его словам, этот вопрос крайне спорный и может вызывать серьезные конфликты между потенциальными коалиционными партнерами. Но в конечном итоге черно-красные обязательно придут к компромиссу.
В этом Зёдор абсолютно уверен. Цитата. «Социал-демократы любят повышать налоги», отметил премьер-министр Баварии. «Но мы этого не допустим. Напротив, в стране нужны налоговые послабления». Также он подчеркнул, что одной из ключевых задач новой коалиции станет уменьшение налоговой нагрузки для граждан и бизнеса. Однако для этого необходимо искать пути сокращения расходов. И именно этот вопрос, по словам Зёдора, будет самым сложным в предстоящих переговорах. Друзья, сегодня состоится решающий раунд переговоров в штаб-квартире СДПГ в Берлине, где соберутся 19 ключевых политиков из ХДС, ХСС и СДПГ. Им предстоит разрешить разногласия по ряду вопросов, которые ранее вызывали серьезные споры. Среди наиболее проблемных тем – налоговая политика, то есть разногласия между консерваторами, настаивающими на снижении налогов, и социал-демократами, которые традиционно выступают за их повышение. Второй вопрос – это миграция. Обсуждается введение жестких ограничений, в том числе возвращение к докризисной политике 2015 года, когда действовали отказы во въезде и ускоренной депортации. Зёдор уверен, что несмотря на все трудности, коалиция будет сформирована. Цитата. «Мы договоримся, и не только потому, что вынуждены, но и потому, что хотим этого», заявил он, выразив уверенность, что переговоры хоть и будут непростыми, но завершатся успешно. Он также назвал коалиционные соглашения 10 заповедями, подчеркнув, что эти принципиальные решения, заложенные в документе, останутся неизменными и никакие компромиссы не приведут к их размыванию. В политике важно не только обсуждать, но и принимать решения. И я уверен, что мы это сделаем, заключил Зёдор. Премьер-министр земли Мекленбург-Переднее Померания Мануэла Швезих подчеркнула, что далеко не все предложения, выдвинутые рабочими группами в ходе коалиционных переговоров, можно реализовать с финансовой точки зрения. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что не все инициативы удастся воплотить в жизнь, заявила Швезих, указывая на ограниченные бюджетные ресурсы. Она также напомнила, что даже несмотря на создание специального фонда, который должен помочь в реализации некоторых ключевых проектов, Германии все равно придется экономить. Цитата. «Не стоит обманываться, наличие большого специального фонда не означает, что мы можем тратить деньги бесконтрольно», подчеркнула Швезих, добавив, что вопрос финансов – это самый сложный и объемный блок в рамках текущих переговоров. Тем временем глава правительства Саара Анке Реллингер решительно поддержала инициативу Социал-демократической партии Германии о повышении налогов для самых богатых слоев населения. Она назвала этот шаг вопросом справедливости и заявила, что партия будет настаивать на его реализации. Цитата. «Этот вопрос не должен рассматриваться только с точки зрения партийных интересов. Мы должны думать о том, что принесет пользу Германии в целом», отметила Реллингер, призывая политиков отказаться от подхода, основанного на категориях победителей и проигравших. Параллельно с этим представитель Христианско-демократического союза Филипп Амтер отметил, что для его членов партии важно видеть в коалиционном соглашении четкие следы политики союза. Однако он также признал, что с текущими результатами выборов, где партия набрала менее 30% голосов, невозможно ожидать, что все требования будут полностью удовлетворены. В конечном итоге важно создать коалицию, которая не будет заниматься бесконечными спорами, а принесет реальные результаты, подчеркнул Амтер. Друзья, а что вы думаете по этим темам? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!